я не знаю, я смотреть буду за комментариями. Кажется, в эфире. Да, я тогда думаю, надо пока быстро нам устроить разминку, вот, пока наши друзья собираются, А, кстати, чтобы кусочек попал. Да, я вот сейчас смотрю, там видно, м, как ты мы, чаи гоняешь. а то мы давно не раз Видно, это, не, видно, кстати, как у тебя этот не заводится транспорт твой. это называется речевой аппарат. Надо его срочно привести в боевую готовность, так как мы давно с тобой, Вань, не тренировались. Да, да. Вот, соответственно, я вот пытаюсь вспомнить полезные скороговорки и вспомнил одну, называется «бык-тупогуб». Давай Бык-тупогуб. пока ты вспоминаешь, попросим наших друзей написать нам в комментариях, как у нас звук. Есть ли вообще Так, звук? Может, у нас звука нет. Ну, как по громкости. да, Достаточно ли громко? звук должен быть отличный. Так что ты говорил? Бык, тупогуб, Бык-тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа. Не, а ты говорил, что есть какая-то... Я вот это не смогу, а ты говорил, что есть какая-то, которую ты не сможешь. Это типа Да, шла да, Саша есть, по есть. шоссе? Не-не-не. Еду я по выбоинам, из выбоин не выйду я. А еще... А еще так. Ой, я пропал, что ли, Да, куда-то? ты на паузу почему-то. Я смахнул. Вот, а еще одна. Пакет из-под попкорна. Пакет из-под попкорна? О, у тебя даже А я получилось. тренировался. Кстати, вот тут нам пишет, что звук класс, и нам пишет еще Хин Цен. English subtitles, please. Uh, we cannot turn on English subtitles, but you can write your questions, and we will try to answer. Uh, and welcome. Вань, перед нами ставят все новые и новые задачи. Попробовать сделать субтитры в прямом эфире. Я изучаю этот вопрос, пока что я не знаю технологии, которые может это сделать. Если кто-то знает, то напишите нам, мы постараемся что-то сделать. Так, ну ладно, пока тогда собираются друзья, Обозначим давай тему эфира-то, чтобы люди знали хоть зачем мы собираемся. давай послушать, как ты читаешь скороговорки. Нет, у нас сегодня более интересная тема. Вчера был большой праздничный день. Я думаю, что весь мир взял себе выходной по-настоящему, отложил все дела домашние по огороду, вот, и для того, чтобы прильнуть к экранам своих смартфонов, потому что вчера был день онлайна, вот, день Димаша Кудайбергена, как многие его называют. И, разумеется, я уверен, что у многих до сих пор кипят страсти, эмоции, которые и люди хотят этими эмоциями поделиться. И вот мы специально сделали этот эфир, чтобы мы могли с вами сегодня пообщаться, вспомнить, чем запомнился нам этот день, и обсудить какие-то интересные темы, которые поднимались в онлайн-эфире. Саша, я предлагаю тогда, пока мы все собираемся, включить небольшой репортаж, Угу. который мы подготовили на нашем канале. Вот. И не просто репортаж, а клип к дню рождения Димаша, правильно? Да, сейчас я его только найду. А пока, друзья, напишите, как ваше настроение, готовы ли вы провести с нами 45-50 минут времени, чтобы обсудить вчерашний день рождения Димаша Кудайбергена. Вот. Лично мне очень много есть что вам рассказать, поэтому всех жду, собирайтесь. Можете, Да. как мы с вами, заварить себе чайку и в домашней такой теплой беседе обсудим все самое интересное. Так, Саша, у меня все готово. Единственное, что я хочу тебя предупредить, что будет слышно нас тоже, поэтому если тебе будет видно, ты можешь комментировать. А можешь не комментировать и дать просто ребятам, нашим друзьям посмотреть. То есть прихлебывать не надо. Да. Я тебе говорил, что звук плохой, да, Угу. поэтому для того, чтобы посмотреть вот этот наш великолепный репортаж, вам нужно будет перейти на наш канал, посмотреть его в записи. Да. Но это неплохое же дело, перейти на канал. 116 зрителей сейчас в онлайн-эфире, поэтому, в принципе, я думаю, мы можем уже начинать нашу беседу. А я предлагаю тебе пока ответить на комментарии. Да, давай попробую. Друзья, Сейчас. пишите ваши вопросы. Сейчас. Я так давно не выходил в эфир, что даже забыл, где комментарий.
Потому что я хочу сейчас добавить... Что, хочешь, я тебе прочитаю комментарий? Прочитай, пожалуйста. Да, да. Например, вот у тебя спрашивает Гульжан Рысбековна, почему вы в Карелии? Почему я в Карелии? Отличный вопрос. Вот. Это... Здесь в Карелии живут мои родители, и во время карантина вся моя семья решила сплотиться, вот, и мы все вместе сейчас находимся в Карелии, трепим друг другу нервишки, вот, и, в общем, развлекаемся как можем. 2 месяца уже продержались, осталось чуть-чуть, я надеюсь, карантин закончится, и я вновь вернусь в Санкт-Петербург. Как из банки пишут звук, представляешь? Это клип, да. Ага. А вот почему в Карелии увидел этот вопрос. Привет из Алматы, привет из Астаны. Друзья, всем привет! Мы потихоньку собираемся для того, чтобы обсудить вчерашний день, грандиозный день, день Димаша. Вот, очень много вчера событий произошло за день. Я надеюсь, что многие из этих событий вам удалось посетить. И сегодня мы собрались и собираемся для того, чтобы обсудить все самое интересное, так сказать, высказать эмоции, впечатления и, может быть, даже поделиться какими-то советами на будущее. Потому что я очень надеюсь, что эта вот череда эфиров будет у Димаша повторяться и, возможно, даже станет регулярным, потому что раз в год, наверное, слишком нам тяжело будет ждать. Вот. Хотелось бы, чтобы там, раз в месяц, может быть, раз в 2 месяца. Но Димаш появлялся для того, чтобы пообщаться с любимыми DRs, у которых всегда очень много вопросов. Саша, тогда сразу тебе еще 2 вопроса и будем начинать. Первый вопрос – это ты табличку под елочками-то установил? Мы с тобой обсуждали этот вопрос, что елочки с меня, а таблички с тебя, Вань. Хорошо, хорошо. Тогда еще один сразу вопрос. А вот тут спрашивает, а как фамилия твоя карельский связана с Карелией? А вот так случилось. На самом деле карельский – это мой творческий псевдоним. Вот, моя настоящая фамилия Рожков. Вот, а карельский я вот в честь своей любимой родины взял этот псевдоним, он у меня уже очень давно. Вот, как-то так сложилось исторически, я вот от него не могу до сих пор отойти. Волгоград нас приветствует, Вань. Привет Волгограду и привет всем нашим зрителям. Я предлагаю с тобой начинать. Друзья, Да. пишите ваши вопросы, мы на самые интересные вопросы ответим в конце нашего сегодняшнего эфира. Мы оставим, наверное, минут 15 на ответ на вопросы. Да, это будет касаемо конкретно вопросов к Алга Петербург, к Саше и к Ване. Вот 15 минут мы специально выделим для этого времени. А начнем мы, разумеется, с самого начала дня, с онлайн-эфира джазового фестиваля. Вот, многие его ждали с надеждой. Почему? Потому что там будет выступать Димаш, и он выступил благополучно. Вот, мне удалось посмотреть уже две композиции. Это композиция «Самалтау», вот, и композиция «СОС». Мне особенно приятно, Саш, что... правильно говорить, тебе постоянно пишут в комментариях, я не знаю. СОС? СОС, да. Вот. И что мне особенно приятно, что когда я делал передачу на эту тему, я как раз предположил, что именно эта композиция будет звучать на джазовом фестивале. И так оно и сложилось. Так что можешь меня поздравить с, как сказать... Часто сбываются пророчества, получается, да, наши? Да. Я, знаешь, какую бы сделал вот заметку по поводу выступления в Японии. Вот, когда Димаш Канатович там выступал в прошлый раз, тогда в зале была такая тишина, прям молчание, все очень внимательно слушали. И я думаю, что сейчас, вот когда это было в прямом эфире, я думаю, что примерно такая же атмосфера была. Все прилипнули к экранам своих телефонов, там, компьютеров, или кто-то, если вывел на телевизор, и точно так же молчали. Я думаю, что Япония целиком погрузилась в тишину. Я думаю, что не только Япония, весь мир наблюдал за этим событием. Знаешь, что было очень действительно круто? То, что, во-первых, съемка проходила, я так понимаю, в студии Димаша. Там настолько уютно, настолько красиво. Такой невероятно был приятный свет, очень много инструментов национальных.
Вот. И сам Димаш во главе, он, представляешь, сидел на стуле в позе лотоса, получается. Ну, не в позе, как вот, турецкая, да, поза называется, когда ноги скрещены. Не знаю. Вот. Напишите нам, пожалуйста, Я, кажется, знаю, что вот так вот медитировать можно. Вот. Именно в таком обличии я и застал начало трансляции. Димаш был такой собранный, сконцентрированный. Ну и, как всегда, вот это магическое вступление Самалтау, конечно, Ерлан Бекчурин просто шедевр сделал в этом плане. Насколько такие вещи там точно и подмечены, что прям уже с самого начала погружаешься в атмосферу композиции и вот не отпускает она тебя до финала. Да, Самалтау это получается такая область, получается, в Казахстане, такой район, я не знаю, как точнее сказать. И вот то, что с помощью народных инструментов Ерлану Бекчурину получилось передать ощущение нахождения в степи, и когда там волк, например, какие-то животные, и вот эта вот вся атмосфера с помощью вот этого вступления, она погружает людей в атмосферу песни. Это, конечно, очень круто. И самое классное, что Димаш, вот несмотря, да, он же мог, в принципе, любую песню сыграть, а вот он именно, опять-таки, весь мир решил познакомить именно с казахской культурой, с народными инструментами, с народными напевами, что немаловажно, и, конечно, с историей, которая связана с этой песней, которая всем понятна без слов, потому что настолько там трагический такой мотив, и я думаю, что все это ощутили, и вот в этом плане Димаш, конечно, красавчик. Да, и тут, кстати, пишет, что вот Наталья Артеменко пишет, что у Димаша джазового исполнения не было, хотя он учится в джазовом направлении. Интересный вопрос, кстати, почему не спел в стиле джаз? А я думаю, его как раз попросили не петь джаз. Почему? Потому что всем джазовым до этого выступающим артистам стало бы неловко. Это мое предположение. И второй момент, все-таки был назван «Джаз Плюс», да, джазовый фестиваль «Плюс». И я думаю, что действительно как раз вот этот плюсик сделали специально для того, чтобы Димаш мог продемонстрировать свое умение, свой профессионализм в тех песнях, которые были представлены на этом фестивале. Ну что же, предлагаю перейти к следующей нашей сегодняшней теме. Да, я просто тут начал вдруг читать комментарии. И да, следующая тема, которую хотелось бы обсудить, это фильм о Димаше Кудайбергене, который был подготовлен, я так понимаю, телевидением. Вот, по Казах ТВ показывали эту работу. И у меня вопрос. Я этот фильм еще не видел, поэтому хочу обратиться к нашим друзьям. Это был новый фильм? Напишите, пожалуйста, в комментариях. То есть мы его еще ранее не видели, или это был повтор фильма, который уже был ранее снят, по-моему, телеканалом Хабар, если я не ошибаюсь. А я думаю, что мы тогда... Я тоже еще этот фильм не смотрел. Я думаю, что мы тогда обсуждение этого фильма отложим для нашей беседы. Вот. И сейчас перейдем, соответственно... Да, и я объясню, почему я не смотрел. Потому что как раз вот трансляция этого фильма наложилась на прямые эфиры Димаша. То есть как раз шел этот фильм, по-моему, а в это время уже должен был начаться онлайн-эфир в Инстаграм. Может быть, тогда мы плавно перейдем к теме прямых эфиров. Ой, ну это, конечно, сказка и большая радость для всех поклонников. Я ровно в 17:00 включил. Я даже начал переживать, расстроился. Думаю, как так? Вот уже там 5 минут, 6 минут, а онлайн-трансляция все никак не начинается. Вот. Но мое терпение меня не подвело, и с небольшим опозданием, с небольшой задержкой эфир начался. На моей памяти, по-моему, то ли 12, то ли 13 тысяч человек в онлайн-эфире собралось в Инстаграм. Вот. Многие тут пишут, что для Димаша это был первый опыт. Многие заметили, что немножко волновался. Многие уловили какое-то его философское настроение, очень такое вдумчивое, как обычно. Да, пишут, кстати, в комментариях много, что он очень серьезный был. Да, прям я тоже думаю, вроде у человека там, ну, вот как всегда представляешь, день рождения, праздник, а нет, он все вот в своем таком стиле глубокомысленного, серьезного человека отвечал на вопросы. Да, ну, кстати, я знаю, что хочу отметить. Я вот немножко был разочарован, что не было таких серьезных вопросов.
например, там, ну вот было бы интересно узнать, как, когда нам ждать турне по Америке, вот, например, такой вопрос, да? Мгм. Как еще бы я бы хотел бы, чтобы спросили, например, сотрудничество с Игорем Крутым, о сотрудничестве с Игорем Крутым. Какое ждать продолжение, что ждем впереди, какая-то, может быть, новая песня или, может быть, что-то еще, может быть, целый альбом. Мгм. Есть большое количество вопросов, которые, конечно, хотелось бы услышать. А мне вот интересно было бы еще про саундтреки узнать, потому что Димаша, смотри, как круто, уже сколько саундтреков Да. написал. Наверняка уже ведется какая-то параллельная работа над каким-то проектом, над каким-то фильмом. Почему? Потому что Димаш уникальный артист, и для любого режиссера, мне кажется, это... Почему? Потому что он может исполнить абсолютно любую вещь в любом абсолютно диапазоне, и это, ну, Интересно, есть ли запросы из Голливуда вот. на какие-то блокбастеры? Может быть, уже Джеймс Кэмерон. Вчера Димаш Кеннедич сказал, что Джеймс Кэмерон ему очень нравится как режиссер, потому что он такой человек, который максимально подробно изучает предмет перед тем, как снимать фильм. И интересно, вот Джеймс Кэмерон уже позвонил Димашу Канатовичу и сказал, что вот готовится новая серия «Аватара», да, или, например, ремейк «Титаника» с Леонардо Ди Каприо. Я думаю, что после того, как он узнал, что у Димаша любимый фильм «Титаник», звонок сразу поступил после окончания эфира. Ну, кстати, знаешь, что я еще подумал сейчас? Что если вдруг вот из Голливуда предложения еще нету, то наверняка Димаш мог бы преуспеть в Болливуде, да? Он, кстати, очень активно развивается сейчас, да. Да, потому что, в Индии же тоже нужно как-то продвигать творчество Димаша Кудайбергена. И если бы он, например, исполнил саундтрек какому-нибудь болливудскому фильму, мне кажется, что на первых местах был бы. Мгм. А давай вот еще вот спросим, потому что было два эфира. Был эфир в Инстаграм, был эфир в Ютуб потом сразу. И хочется узнать у наших зрителей, какой эфир они смотрели. Может быть, они смотрели оба эфира. И, скажем так, что в сухом остатке запомнилось? Какие темы показались действительно важными, интересными? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы будем какие-то темы выцеплять и вместе с Ваней сразу же обсуждать, чтобы у нас был такой диалог получился. Кстати, вот я хочу тебе сразу сказать, что Татьяна Прокопович нам написала, что стрим был бесподобный. Димаш был не только серьезный, но и шутил. Да, шутки были. Но мне кажется, что на Ютубе, когда была трансляция, да, шуток было побольше. Да, он уже действительно был пораскованней. Особенно вот это, ну как-то так, как-то так. Кстати, знаешь, что еще интересно? Вот там был вопрос про то, с кем бы хотелось спеть. Вот, Ага, и Димаш Канадович сказал, что обязательно хотел бы спеть Селин Дион. прекрасный, блестящий выбор. Был бы очень интересный дуэт, особенно если учесть то, что мы знаем, что Селин Дион раньше в Китае исполняла песню «Жасмин». Это главная песня года. Да. Может быть, получится увидеть, как они вдвоем споют песню «Жасмин» в 2021 М-м. году на Новый год. Кстати, вот это интересная А коллаборация знаешь что, получилась бы. есть же еще... Ты бы вот не хотел, чтобы, например, песня «Hello» Димаш Канатович спел с Лионелем Ричи? А вот я не сильно слежу за творчеством Лионеля Ричи, и вот не знаю, он до сих пор выступает или нет? Не знаю, вот тоже. Друзья, вы знаете, может, мне кажется, что выступает. Лайонел Ричи должен, конечно, тоже обратить внимание, потому что песня спета просто потрясающе. Вот, и там, я думаю, они нашли бы места, где могли бы исполнить ее дуэтом. Мне очень понравилась тема о том, как все-таки Димаш классно использует действительно любые события в своей жизни. И вот он сказал, что вот вроде как карантин, да, там 2 месяца он не выходил из дома, но использовал это время для анализа своего творчества. Наверняка многое пересмотрел, вот, наметил какие-то серьезные планы. И вот эта тема мне тоже очень сильно показалась интересной, о том, как все-таки можно использовать любое время в любой ситуации с выгодой для себя. А Используй самое главное. знаешь, что еще? Я вот понял после вчерашнего стрима, что Димаш не смотрит наши взгляды. А, Потому что он сказал, что ему сложно смотреть реакции.
Да, он сказал, что он не любит смотреть на себя, потому что он видит, что вот сейчас он знает, что какой-то там косяк, где-то он там что-то накосячил, и что этот косяк увидит другой человек. Хотя я уверен, что большинство людей вообще там ничего не Никогда, могут заметить. никогда непонятно будет, да, где там, если есть какая-то ошибка или косячок. Да. Ну, продолжение к этой теме, он также сказал, что до сих пор испытывает волнение перед выходом на сцену, что говорит о том, что он сильно заботится о качестве своих выступлений, он заботится о зрителе и о том, вот удастся ли ему на языке музыки вот рассказать то, что заложено в песне. А знаешь еще какая тема? Я хочу вспомнить. Тема про то, что невозможно всю жизнь выступать. Вот это вот невозможно. Когда он сказал, что ну вот 10 лет можно петь, там 30 лет можно петь. Надеюсь, что так получится. Но невозможно же, типа, 40-50 лет выступать. Но вот он на самом деле действительно очень проницательный в этом плане человек и говорит о том, что карьера карьерой, но все-таки самое важное это действительно вот те человеческие качества, которые мы транслируем, несем в этот мир, и нужно не забывать об этом, что прежде всего мы люди и должны обращать внимание на то, как мы взаимодействуем с окружающими нас людьми. И, ну, это вот говорит все, на мой взгляд, о человеке, насколько вот он разноплановен, разносторонен и глубок. Хочу еще такую тему затронуть. Спрашивали, да, с кем он работает, с кем он сотрудничает. Он говорил о том, что сейчас у него серьезный контракт с китайской компанией. Но, Вань, он сделал такой деликатный момент о том, что вот когда контракт закончится, я все-таки, наверное, буду рассматривать, чтобы у меня было больше свободы. То есть все-таки видно, что птица вольная, вот, хочет творить, как он хочет. То есть видно, что наверняка у него большие планы внутри свои. Вот. Сейчас он к этому всему идет, поэтому как только контракты все закончатся, мы, наверное, увидим уже нового Димаша, вот, обновленного, и с какими-то, может быть, вообще грандиозными, феноменальными идеями, которые вот уже будет самостоятельно воплощать. Потому что у него же что, и композиторское направление, и джазовый вокал, и во всех сферах он может все сочетать и привнести что-то новое в мир музыки. Знаешь, что еще, кстати, вот ты сказал, что мы после, получается, окончания карантина можем увидеть нового Димаша. И он, кстати, сказал, что надеется на то, что будет еще продолжение вот тура Арнау, что будет, возможно, даже по 2 концерта. И вот тут вот, например, нам пишут Дарья Тис. А никто не заметил, Димаш, мне кажется, набрал вес. Может быть, так получится, что после карантина действительно мы увидим нового чуть-чуть Димаша. Потому что, судя, например, по нам, я вот заметил, что такое есть. И, кажется, придется много бегать после окончания карантина. Я думаю, что тогда во время онлайн-трансляции очень сильно занервничали костюмеры Димаша. Потому что, когда тур Арнау возобновится, нужно же, чтобы все было кстати, с иголочки. Ну, кстати, если мы же знаем, что Димаш Канатович выкладывается сильно на концертах, я думаю, что одного концерта будет достаточно, чтобы прийти в форму. Поэтому, уважаемая Дарья Тис, не переживайте. Видели подарок Димашу? Торт в виде Грэмми от украинских Диерс. Прямо домой Димашу принесли. Вот это я еще не успел увидеть. А где можно посмотреть? Вот напишите, пожалуйста. Нам, кстати, слушай, а давай обсудим подарки и поздравления, потому что мне регулярно приходят сообщения, вот, и ссылки присылают, можно посмотреть, кто как поздравлял. Очень интересно, вообще мне очень нравится то, что каждый фан-клуб что-то сделал. Тема очень интересная, и действительно, ты знаешь, настолько все креативные, настолько все творческие, все настолько стараются, выкладываются, и я уверен, что мы еще увидим очень много работ, потому что не все успели посмотреть. Но действительно видно, что люди вкладывают душу, и это самое важное, самое ценное. Об этом, кстати, сказал Димаш, его спросили во время эфира, какой подарок от Gears вам оказался самым запоминающимся. Вот. Разумеется, Димаш деликатно вышел из положения, сказал, что любой контакт с вами, любой подарок, любое внимание уже ценно для меня. И это действительно правильный ответ. Но все-таки я, наверное, не такой деликатности человек, как Димаш. Вот. И я тебе скажу так, что на всем просторе интернета мне
одна работа показалась очень выдающейся, и я хочу отметить фан-клуб американский, USA Fan Club Димаша, и там ребята подошли не только творчески, но и технически. И это Слушай, выглядит мне тоже очень понравилось. Именно очень американское. профессионально. Очень профессионально. Я вообще не знаю, как они смогли так организоваться, как они смогли технически так все провернуть, сделать, потому что там все поют, и ты знаешь, и там режиссерская работа, видно, что там не просто как бы монолитом все снято, а там постоянно меняются кадры, там подключается сначала один человек, потом другой, потом все вместе. То есть как будто я смотрел концерт, понимаешь, онлайн-концерт от американского фан-клуба. Поэтому я хочу выделить эту работу на фоне многих, потому что она мне действительно очень сильно запомнилась. И я могу сказать, что, Вань, в техническом плане американские девчонки тебя даже уделали. Я заметил, да, я до того, как посмотрел это поздравление, мне казалось, что я в техническом плане примерно на 1% из 100 уже. Но вот посмотрел и понял, что до 1% еще далеко, потому что там некоторые вещи мне было непонятно, как сделано. Кстати, тогда нам нужно, наверное, я думаю, что если нам интересно, как это было сделано, я думаю, что всем будет интересно узнать, и нам нужно, наверное, пригласить американский фан-клуб к нам, чтобы пообщаться, чтобы понять, как это было сделано. Если, наверное, Да, вдруг кто-то из нас смотрит, мы должны сказать, что hello, dear friends from United States. This is a great job. We enjoyed your video, and I hope that everyone in the world enjoyed your happy birthday video for Dimash. Please contact us with our WhatsApp number here, so we can talk about this on our channel. вот. Ну, я надеюсь, что кто-то из представителей американского фан-клуба нас смотрит и действительно поделится опытом, потому что нам очень интересно пообщаться и узнать, как все это организовалось, и кто вообще такой замечательный режиссер, который так все придумал и устроил. Ну, надо сказать, Вань, что... ну вот так, давай скажу. Если бы я увидел эту работу, наверное, чуть пораньше, я бы не только 4 ели на аллее Димаша посадил, но и поле бы успел взборонить. Потому что, когда я посмотрел эту работу, вот, наш подарочек действительно, Ваня, оказался Наш подарок, скромнее он намного. скромный, да. Мы, конечно, такой и командой не обладаем, и тоже вот наши голоса немножко не позволяют нам такое. У них же там настоящий хор был. Ты представляешь? Да. И там, Это видно, что там, понимаешь, там репетиции, наверное, на месяце только 2 было, чтобы так все круто я спеть. думаю, что они весь год готовились. М. А еще мне понравилось, когда они все по очереди говорили, что всем привет, я типа оттуда, я оттуда. И мне понравилось, что там есть пары, когда, и вот есть же такая проблема, многие говорят, что вот мужей сложно заставить слушать Димаша. И там были мужчины, которые прям с таким удовольствием говорили привет, поздравляю с днем рождения. Это меня очень порадовало. И там, помнишь, да, даже был американский бейсболист, который тоже присутствовал на встрече Димаша в Нью-Йорке, Да. который подарил ему бейсбольный... как это? Нет. Футбольный, да, мяч, Вань? Футбольный, для американского футбола. Типа, как такой он. Да, да. Да. Так что ждем Кстати, да, слушай, представителей американского наверное же фан-клуба. кто-то не видел вот эти американские поздравления. Друзья, мы обязательно ссылку положим. Мгм. Куда мы положим ссылку? Давай В описании под этим видео мы можем. да, в описании к этому видео мы положим ссылку, чтобы вы, друзья, могли посмотреть. Так, я думаю, Пора перейти к вопросам, наверное, да? Как ты да, думаешь? да. Я думаю, да, самое время пообщаться с вами, друзья. Теперь мы будем больше смотреть в чат, искать интересные вопросы. Пишите, что вы думаете, что вам запомнилось с онлайн-эфиров Димаша. Давайте пообсуждаем. Пишут, что нет, он не соглашается с тем, что он набрал вес. Говорят, что такой же милый. Вот, так что все в порядке. Ну, хорошо. Так, вот как раз пишут, где можно посмотреть поздравления американского фан-клуба. Так. А тут еще
пишут, что Дмитрий Л. Поздравлял с 2 тортами. Дмитрий Лебедев, получается, да? А я не видел. Кстати, мы же, помнишь, говорили о том, что было бы круто, если бы каждый испек свой торт со свечками. Да, да. Если кто-то испек торт для Димаша, но еще не успел его съесть, пришлите фотографию, пришлите ее нам, мы обязательно сделаем небольшой мини-фильм. Пишет, что очень много благодарил родителей, как обычно, действительно так, прямо с большим уважением, почтением относится и к родителям, и к бабушке с дедушкой. И это тоже говорит о том, что человек понимает, что очень важно смотреть назад, кто стоит за твоей спиной, кто те самые люди, которые вложили в тебя столько сил, труда, любви, для того, чтобы ты вот засиял на сегодняшний день, как сияет Димаш Кудайберген. Слушай, американские Диорс еще и 3 торта в Инстаграм выложили. Вот говорят, подсказывают нам. И еще вопрос. Я бы хотела спросить Димаша, куда он подарки одевает. Кто-то, кстати, предложил уже, чтобы целый музей уже можно открывать наверняка имени Димаша, куда можно это все дело красиво расставлять. И люди, я уверен, будут с охотой приходить в этот музей. Так. Очень много видео поздравлений пишут, что было. И стихотворение, и картины, и анимация. Да, действительно, поздравлений огромное количество. Я не знаю, мне каждый день на наш WhatsApp, кстати, вот у нас есть номер WhatsApp, он внизу сейчас в бегущей строке. Каждый день мне приходит сообщение, и там очень много подарков. Это, конечно, очень круто. Татьяна Пантелеева написала: мы съели торт вчера, не успели сфотографировать. Слушай, а тут, кстати, спрашивают, что с каналом Алга Петербург? Сколько интересного, как мы можем помочь? Это, наверное, про канал Эхо Петербурга. Не знаю, может быть, про Алга. Его, говорят, плохо видно стало в последнее время. А давай я расскажу про Эхо Петербурга. Потому что, возможно, 4 июня есть шанс, что разблокируют. Есть шанс. Но мы не знаем, потому что первый раз у нас такое происходит, что блокируют каналы. Вот. И надеюсь, что 4 числа Google сделает такой небольшой подарок на окончание карантина и небольшой подарок Димашу на день рождения. Угу. Тут еще пишут: ребята, было бы неплохо пригласить Димаша в ваш прямой эфир. Может быть, попробовать ему предложить. Слушай, да, потому что вопросы мы бы могли задать очень интересные. Например, вот как раз, которые мы обсуждали в начале эфира. Я вот заготовил вопросы перед прямым эфиром у Димаша на канале, но я решил, что там слишком много в чате вопросов, и вряд ли он сможет это увидеть, и вряд ли успеет ответить. И решил, что не очень удобно будет там толкаться. А так, конечно, это было бы очень круто. Вот, кстати, кто вообще имел опыт связи с Димашем? Вот как это люди делали? Там писали на почту, официально ему писали в Инстаграм. Как это вообще правильно сделать? Я знаю Ремар. Помнишь Ремар, певицу? Да, конечно. Вот, я знаю, что Димаш сам с ней связался. Поэтому, Саша, самым лучшим вариантом для нас будет очень много работать. Вот, и тогда, может быть, есть шанс, что получится. Кстати, вот хочу вернуться к вопросу про Алга Петербург, потому что вот ДК, пользователь с псевдонимом ДК, спрашивает, что с каналом Алга Петербург. И я вот хочу, пользуясь случаем, прочитать комментарий от Татьяны Корнеевой. Ты, наверное, его тоже видел, потому что она написала под одним из наших роликов. Саш, тебе, кстати, потому что очень много хороших комментариев, но этот я вот хочу выделить. Все это давно уже было и прошло. Зачем сегодня вы даете это? Почему не удосужились представить сегодняшний день? Вы просто халтурщики и бездельники. Но хотите получать лайки-деньги.
Еще хотите подписчиков? Извольтесь трудиться, просто стыдно за вас. Саш, Вот так. ты халтурщик, знаешь? Халтурщик. Ну, я не согласен. Вот я тебе хочу ответить другим тогда комментарием. Елена Черненькая пишет. Супер, класс. Вы вообще спите когда-нибудь? За последние дни особенно. Неисчерпаемого вдохновения вам, силы и энергии на осуществление задуманного. Саш, а вот все-таки я хочу тебе сказать, что Татьяна Корнеева, она не виновата. Мгм. И это связано как раз с проблемой на Алга Петербурге, о которой вот там спрашивает нас пользователь DK. Мгм. Дело в том, что сейчас канал Алга Петербурга, как ты знаешь, уведомление о передачах, он приходит на третий день. То есть Татьяна, она увидела выпуск, который мы выпустили 3 дня назад, она его увидела и подумала, что вот мы сейчас об этом рассказываем. Ну, хотя мы выпускали 3 дня назад. И если она не ушла с нашего канала, не отписалась, то, наверное, она может зайти посмотреть, что, ну, дату выпуска этого ролика, и посмотреть, что мы каждый день выпускаем по 2 ролика. И, кстати, если говорить про бездельников, наверное, если учесть, что мы видео выпускаем как минимум по 2 видео, и на протяжении уже без выходных 1,5 года, наверное, нам нужно все-таки подумать о том, чтобы 3-е и 4-е видео готовить. Вот, чтобы, ну, чтобы, наверное, Чтобы удовлетворить запросы всех пользователей нашего канала. да, да. И, кстати, для уважаемой Татьяны надо тоже сказать, что пока что денег нам никто не давал за нашу работу, поэтому, уважаемая Татьяна, пожалуйста, не обижайтесь на нас. Да, лучше Если, подскажите, где взять допинг. да, если вы не хотите ставить лайк, ну ничего страшного, обязательно поставьте дизлайк, потому что ну, дизлайки нам сильно помогают. Мы понимаем, куда нам нужно идти и какие выпуски больше нравятся нашим зрителям, какие не нравятся. Вот, поэтому, наверное, просто, мне кажется, еще нужно сказать, что для Татьяны, что один ролик, он занимает примерно от 5 часов до 3 суток. Потому что там есть и сценарий, есть подготовка материалов, есть монтаж. Потом надо подготовить обязательно обложку, надо этот ролик срендерить. Компьютер должен хорошенько поработать, обработать его. Потом надо это все настроить. В общем, уважаемая Татьяна Корнеева, вы на нас сильно не обижаетесь. Мы, наверное, постараемся лучше работать теперь. Вань, Валентина Сологорова пишет. Добрый день, как вам правильно отправить видео? На какой номер? Номер вы сейчас увидите на экране, он внизу в бегущей строке. Так вот, Алга Петербурга сейчас у нас вот не появляется сразу. Вот мы когда выпускаем ролик, его не видят все, канал пока что, не знаю, не заходит в тренд. Как можно с этим бороться или как этому помочь, я не знаю. Наверное, мы в техподдержку уже обратились. Может быть, если делать репосты, то тогда это может помочь, но я не знаю. Самый лучший выход, мне кажется, вот руководствоваться тем, как учит нас Димаш, это просто побольше работать. Терпение и труд все перетрут. Так. Кстати, тут еще просят, ребята, озвучьте на своем канале. Сегодня Димаш выпустил свои выступления с Tokyo Jazz Fest. Да, мы видели на его официальном YouTube-канале. Я видел 2 оповещения сегодня пришло. Вань, вот Кэт спрашивает, а с канала Спортман идут деньги? Нет, конечно. Точнее, деньги идут как раз на канале Спортман, деньги идут правообладателям. Это авторы песен, которые мы там проигрываем. Вот, это и Лионель Ричи получает там чуть-чуть, и Филипп Киркоров даже копеечку. Я надеюсь, что когда-нибудь благодаря каналу Спортман Филипп Киркоров сможет уйти на заслуженную пенсию. Так, а в Астане 34 градуса жара. Кстати, в Санкт-Петербурге, я не хочу накаркать, конечно, но последние несколько дней прям солнце. Это очень круто. Боюсь, что вот сейчас я это сказал, и завтра пойдет дождь. Так.
Сейчас еще смотрю. Друзья, пишите вопросы. Можете еще какую-то тему интересную поднять для обсуждения. Саш, как твои саженцы? Слушайте, прекрасно. Я завтра собираюсь их еще раз полить. Вот. Очень надеюсь, что все приживется. Вот. И буду вам периодически присылать фотографии в наш Инстаграм. Поэтому кого еще нет в нашем Инстаграме, подпишитесь на Инстаграм. Вот. Буду давать отчет, будете наблюдать за ростом этих замечательных елочек вот, в Карелии. Кстати, может быть, будет еще один концерт, например, в Санкт-Петербурге, организовать экскурсию, да? К твоей аллее. Точнее, к аллее Димаша, которую заложил Александр Карельский. Ну, тут добраться надо будет. Мы, кстати, хотели, надо сказать, что мы хотели в городе, в Санкт-Петербурге, прямо организовать аллею. И мы даже ходили, договаривались в школу. Вот, школу Алии Молдагуловой. Да. Но что-то не срослось. Но школу, мы все правильно, имени Алии Молдагуловой. Да, все верно. Ну, не срослось, но я надеюсь, что когда-нибудь мы все-таки откроем аллею. Может быть, когда закончится карантин, рядом с нашей великолепной студией, если, я не знаю, если нас еще туда пустят. Так, Тарас 38 градусов. Представляешь? Шымкент 40 градусов. Ого! А вот в Шымкенте-то жара. Так, ну что, друзья, если у вас еще остались вопросы, пишите нам. Да, потому что вроде самое интересное, разумеется, мы обсудили. Впереди много, как обычно, работы, много интересных тем, много выпусков сейчас. Так что будем сейчас все потихоньку делать и выкладывать на нашем канале. Кстати, на этой неделе у нас будет очень много интересных выпусков. И пока что не буду приоткрывать завесу тайны. Как и на прошлой. Как и каждый день. Да, и не буду пока приоткрывать завесу тайны, но я могу сказать, что на этой неделе у нас будет много гостей, вот, очень интересных. Поэтому следите за выпусками. Вот. Проверяйте колокольчик. Да, проверяйте, чтобы у вас было включено уведомление. Ну и тоже хочется сказать, что очень ждем 4 июня, когда, возможно, будет разблокированный канал Алга Петербург и, точнее, может, тогда мы с него праздничный стрим сделаем, Вань. Я думаю, что мы на 3 каналах тогда. Ну, не знаю, как-нибудь будем отмечать, посмотрим, что будет. Потому что мы, еще раз скажу, не знаем, как происходит разблокировка, происходит ли она, и получится ли хотя бы оттуда скачать фильмы, которые мы сделали, которые для нас имеют большую ценность. Предлагаю завершить наш эфир последним комментарием. Андрей Быков спрашивает. Так есть ли в планах снова приехать в Казахстан, ребята? Вообще, это большая мечта поехать в турне по Казахстану. Такое, проехать по большим городам, может быть, остановиться где-то в степи на ночь. Вот. Я знаю, что есть... У меня, Вань, мечта посетить самый высокогорный каток в мире на озере Медео. Там, вот. Я тебе могу сказать, что очень интересно, но это нам нужно будет совместить с нашей мечтой снять документальный фильм про Актобе. Вот. Я знаю, кстати, что есть Nomad Travel, как-то так называется программа, очень интересная. Может быть, будет шанс нам в ней принять участие. Также. Но не знаю, это все пока мечты. Посмотрим, когда карантин закончится, откроются перелеты. Ну все, Ванечек, давай прощаться. Да, друзья, не удаляйте, нам пишет Джан-Джан, не удаляйте стрим с канала. Не будем. А мы не знаем, где эта кнопка удаления. Так что все будет, да, Вань, наверное? Оставим же эфир? Да, эфир оставим, друзья. Всем пока. Спасибо большое, да, за эту теплую беседу. Как всегда, было приятно с вами пообщаться. И до новых встреч в наших